Всем привет! Приветствую вас на канале Пчеловод 31. Меня зовут Роман. Сегодня у нас 5 февраля и у нас началась зима в Белгороде. Наконец-то это, по-моему, второй раз за эту зиму, когда идет снег. Я давно не снимал, потому что был занят строительством, переездом, там, пчелами, делами, работой. В общем, всем, поэтому снимать было некогда. Тем более, плюс еще у нас YouTube заблокировали вот с этими VPN-ами. То есть я как бы его почти уже и не смотрю. Так, ну что, написал мне в феврале, у меня что-то начали все подписчики, не подписчики, гости канала писать комментарии, и один написал, что давно не было видео, давно не снимал видео. Я ему пообещал, что сегодня именно запишу видео, расскажу, как вообще проходит зима, как проходит зимовка, как у нас обстоят дела. Вот. Ну что могу сказать? Зима у нас отвратительная, потому что погода у нас была все время плюсовая, там пару раз был минус. Вот. А так в основном был плюс, там плюс 8, плюс 9, плюс 4, плюс 5. То есть и пчелы, ну пчелы тоже как бы они понимали, что погода теплая, матки сеяли некоторые. Некоторые семьи у меня осыпались из-за того, что они застряли на расплоде. Потому что год был плохой прошлый. Я хоть и подкармливал их сиропом осенью, кормил как мог, но все равно некоторые семьи просто застыли на месте и не добрались до кормов и осыпались. Так что есть у меня небольшие потери уже в этом году. Вот. Так вообще как бы вроде бы все довольно-таки неплохо проходит. Построил дом. Как бы, ну, не до конца, конечно. Сейчас я переверну камеру и покажу все как нормально, чтобы я уже видел, что я снимаю. Итак, в общем, про осыпанные семьи я сказал. Здесь у нас как бы происходило движение. Мы тут виноград сажали, выкапывали ямку под виноград. Вот посадили винный виноград, медовуху дома гнал. Сделал вот такие вот подставочки. 2 штуки сделал и еще хочу сделать дальше, то есть продолжить. Вот, высокие, они 60 сантиметров высотой, вот, но мне как бы получается улей, что-то наши пчелки-то, пчелки убежали, да, пчелки убежали куда-то вглубь, вот, как бы высотой нормально. Если я поставлю сюда еще магазин, даже 2 магазина, то как бы я все равно увижу, буду подходить, я увижу. Высокие, ну это чтобы можно было под ними спокойно косить, убирать, чтобы пчел там не било, травой не закидывал, когда траву косишь. Вот такие вот 2 стоечки сделал, надо еще продолжить дальнейший ряд и доделать до конца, чтобы везде хватало. Где-то одна стойка у меня, она у меня 3 метра длиной, 60 сантиметров шириной и 60 сантиметров высотой. На нее где-то влезет, наверное, ульев 5, может быть 6, смотря в зависимости тоже по ширине какие. Вот, ловушки тоже подготовил все. Ну, сейчас здесь доделаю еще, пока время есть, зима идет. Вот, как бы там тоже улей стоит. Зимовка проходит, я сказал, плохо. То есть пчелы, и год был плохой, и прошлый, и кормов было мало, и теплая зима была, вот только сегодня стало прохладно, более-менее холодно, подзамерзло. Некоторые семьи сидят, я уже всем пчелам подложил канди, подкормку подложил, чтобы, если что, они могли дозимовать. Буду еще проверять, буду смотреть. В этом году будет пчеловодство мое немножко получше, потому что я буду находиться уже непосредственно здесь. Так как я переехал, тут, конечно, еще целая куча дел дома. Надо и ступеньки делать, и крыльцо сделать, тут и баню, ну это все. Но хотя бы я буду находиться здесь. По семьям. В основном здесь большинство семей это раевые. Ну, то есть раи, пойманные мною раи, так сказать, дикие, типа как пчелы. Вот, но вот эта вот семья, это у нас Бакфаст. Это, блин, я вот смотрю, и у меня первая моя порода, первые мои пчелы, это была семья Бакфаст.
Вот, и они отлично перезимовали, они очень хорошо сидели, они очень хорошо носили мед. И вот у этой семьи то же самое, они очень много, причем я мед забирал у пчел, как бы, ну там вообще, то есть магазины сверху поснимал и все. Вот у них стоял сверху еще один, получается, корпус, там было несколько рамок, они их немножко занесли, и занесли очень много рамок в гнездо. Очень много меда, и они очень хорошо сидят, очень сильная семья. То есть мне вот как бы первый раз был Бакфаст, я купил в прошлом году матку Бакфаст, и я как бы предпочитаю эту породу, мне она очень понравилась. Там те, что раи, это скорее всего у нас пчелы были карника, там карпатская, там может какая-то украинская степная была, ну смесь бульдог с носорогом там какая-нибудь еще. Вот, но Бакфаст именно мне очень понравилось. В этом году уже заказал у Ющенко Олега, он матковод, у него тоже есть на ютубе видео, я думаю, кто-то видел, он из Белгородской области, заказал у него 2 маток со Скотрас, потому что почитал про эту породу, тоже это как бы от Бакфаста сделанная, ну, выведенная порода от Бакфаста. В канадской провинции Саскачеван взяли Бакфаст и начали скрещивать ее с русской пчелой, более-менее устойчивой к клещу вороа, чтобы не было меньше воротоза. Вот решил попробовать еще ее. Так, ну вот так, вот такие вот дела. У нас так проходит зимовка. Поснимал некоторые ловушки. Одну ловушку с шершнями, которую не мог снять, ждал осени. Снял ее, там полное гнездо, точнее, ну, полностью ловушку заняли гнездом шершней. Пришлось ее всю разворотить, рамки перетопить. Очень сильно поела у меня в этом, ну точнее в прошлом, да и в этом году у меня очень сильно поела моль. Рамки, я не знал, как с ней бороться уже, я что только не покупал, и стоп-моль, и там начитался, там уксусная эссенция полил, там тряпочку полил, положил, запах воняло на полдома уксусом, моли пофигу. Она жила, жрала, там плодилась. Я вот единственное, чем помогло, это вынес на улицу рамки, где был мороз. Вот. Тогда еще как бы там личинки, там куколки, гусеницы, черви, все это подряд, оно вроде бы все вымерзло. Но все равно проверяю периодически, где-то на какой-то рамке, где-то что-то может осталось, маленький червячочек, который вырос, и я начинаю заново все рамки перебирать и пересматривать, чтобы была какая-то сушь, с которой можно работать было бы по весне. Вот здесь как бы, уж извините, я что мог сделал, перетопил весь воск в магазине Бенинхаус. Я сейчас зайду домой, там немножко потеплей. Вот, в магазине Бенинхаус поменял воск на вощину. 6 килограмм воска поменял на 5 килограмм вощины. Дома ремонта еще, конечно, никакого нету. Ой, фу. Вот, купил себе станок для натягивания рамок. Купил себе дырокол для пробития рамок. Очень хорошая вещь оказалась. Купил себе электрический нейлер, степлер, чтобы рамки сколачивать. Теперь у меня просто, я вот если первые года, это я сидел там, бедолага, этим сверлом насверливал, колотил, долбил, там мучился. Сейчас просто я беру степлер, этот нейлер электрический, щелк, 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 все, рамка готова. Дыроколом проколол, отлично. У меня за день... Там, ну, за 3 часа я сделал 24 рамки полностью готовые, то есть можно было их проволоку натягивать. Вот немножко доработал стол. Сейчас его покажу. Вот у меня стол получается. Вот он, для натяжки. Ferrolife. Ну, можно было, конечно, купить какой-то и не знаю, там, деревянный, но купил вот такой вот. Вот рамочки натянул. Вот, ну, не все, конечно, еще. Там еще наверху много всего делать надо. Вот, и вот купил, поменял вощинку. 5 килограмм вощинки взял. Сейчас рамки наготовим, наделаем. Вот, такие вот дела. Так что дела неплохие довольно-таки, не считая плохой зимы. Но будем готовиться к хорошей весне. Будем надеяться, что будет хорошая весна. Вот так вот. Все, всем пока. Спасибо за то, что пишите комментарии, за то, что смотрите, за то, что... Не остаюсь я на ютубе вот так вот один просто. Всем всего хорошего. До весны. Пока.